Какой смысл ходить на выборы, если это ничего не меняет? Этим вопросом сегодня задаются не только граждане России. 2024 год рекордный. Выборы проходят почти в 80 странах мира, в том числе в Индии, США и ЮАР. Еще выборы пройдут в Европейский парламент, один из важнейших органов Евросоюза. В то же время на фоне происходит укрепление авторитарных режимов по всему миру и рост правых настроений в демократических странах. Кажется, что это очень важный год, и от голосов избирателей зависит многое. Но, как ни странно, люди интересуются выборами все меньше. Автократы все равно нарисуют нужный им результат, а демократически избранные власти перестанут считаться с мнением избирателей сразу после своей победы. Ну и какой смысл ходить на выборы? Разве я могу на что-то повлиять? Привет, меня зовут Гриша, это Докса, и сегодня мы ответим на 10 глупых и не очень глупых вопросов о выборах. Как у нас появилось право голоса? После введения всеобщего избирательного права у людей появилась возможность влиять на политические процессы, и они стали активнее вовлекаться в политику. Но, тем не менее, вопреки устоявшемуся мнению, оно не связано с демократией напрямую. Избирательное право появилось еще при монархиях, на рубеже 18 и 19 веков. Оно распространялось по странам Европы по мере того, как в них менялась форма легитимности власти. Если прежде мандат направления исходил от Бога, то теперь его дает абстрактный народ. Это называется теорией общественного договора. То есть правители использовали избирательное право, чтобы легитимировать свою власть. Возьмем для примера Францию. В 1848 году в результате революции Франция уже во второй раз стала республикой. Право голоса получили все совершеннолетние мужчины. Первым избранным президентом стал племянник Наполеона I, Шарль Луи Бонапарт. Всего через несколько лет с помощью народного голосования он установил в стране авторитарный полицейский режим. А еще через год, также с помощью голосования, он восстановил Французскую империю. Таким образом, он смог объявить себя императором по народной воле. Кстати, если вам было бы интересно посмотреть видео о современных монархиях и как они связаны с капитализмом и демократией, напишите об этом в комментариях. Итак, сегодня мы знаем, что всеобщее избирательное право не гарантирует демократию само по себе, а порой может быть использовано ей во вред. Но даже честные демократические выборы еще не означают, что население страны будет равноценно представлено во власти. Могут ли выборы быть репрезентативными? Или проще, могут ли выборы отражать реальные интересы как можно большего числа разных групп избирателей? Пенсионеров и молодых родителей, различных этнических меньшинств и госслужащих и так далее. Ответ на этот вопрос сильно зависит от контекста, смотря какие выборы и где. В зависимости от места проведения выборов, размера избирательных округов и типа избирательной системы, выборы могут демонстрировать совершенно разную репрезентацию. Например, сельский совет депутатов в моноэтническом и монокультурном регионе, вероятнее всего, окажется достаточно репрезентативным для своего села. По крайней мере, он будет репрезентативнее Госдумы. Смотрите, на территории России живут представители более 200 этносов. Регионы страны очень сильно отличаются в социальном, финансовом и культурном плане. Неравномерно и 225 избирательных округов. Усредненный портрет депутата Госдумы выглядит так. Это мужчина 53 лет, с высшим образованием, миллионер, по роду деятельности функционер или бизнесмен. Все это резко контрастирует с небольшим сельским советом, где зарплата депутатов ближе к средним по региону, а сам состав совета больше представляет местных жителей. Получается, даже честные выборы – это еще не демократия? Да, хотя связь кажется очевидной. Однако выборы стали ассоциироваться с демократией лишь ближе к концу 20 века. Выборы стали видеться ее ядром благодаря Йозефу Шумпетеру и его теории минимальной или минималистской демократии. Она гласит, что залог демократии – это сменяемость власти, которая в свою очередь обеспечивается честными и регулярными выборами. Кажется, все очевидно. Однако еще древнегреческий философ Аристотель отмечал, что на выборах зачастую побеждают самые богатые и влиятельные члены общества. По его наблюдениям, выборы характерны для олигархии. Так Аристотель называл режим, при котором властью обладает почти неизменная группа людей. И эта группа действует в интересах зажиточных классов. Сегодня на многочисленных примерах мы видим, что, вопреки мнению Шумпетера, простой ротации элит недостаточно, чтобы государство могло называть себя демократическим. В конце концов, выборы проходят и в автократиях. В Северной Корее, России и даже Иране. В Китае тоже демократия. Зачем автократиям нужны выборы? Казалось бы, зачем нужны выборы, если власть не меняется? КНДР из года в год сообщает о 100% поддержке Ким Чен Ына.
Владимир Путин ради победы каждый раз устраивает масштабные фальсификации и устраняет конкурентов. Не проще ли выборы просто отменить? Общенациональные выборы работают по принципу древнеримской аккламации. Это когда толпа одобряющими возгласами поддерживает правителя и его решения. Поэтому в России на выборах президента и депутатов Госдумы власти решают две задачи: показать хороший результат и подтвердить легитимность этого результата высокой явкой. Например, на президентских выборах 2018 года у администрации президента была стратегия 70/70. Ее целью было обеспечить президенту 70% голосов при 70% явке избирателей. На федеральных выборах можно часто увидеть различные способы эту явку поднять. Бюджетников сгоняют на участки и заставляют голосовать за нужных кандидатов. В некоторых городах, например, в Москве, избирателям обещают различные призы. Электронное голосование и голосование на пеньках убивает сразу двух зайцев. Вращает участие в выборах и процесс фальсификаций. Региональные выборы работают немного иначе. Тут Кремлю уже не так важна легитимность, но местной власти все так же важен результат. Поэтому на этих выборах явку обычно сушат. Самая высокая явка на едином дне голосования была в 2023 году. Тогда на участке пришла почти целая половина избирателей. А победу власти обеспечили себе за счет бюджетников. За Рамзана Кадырова проголосовало абсолютное большинство избирателей, почти 98%. Получается, участвуя в выборах, я поддерживаю режим. Правда в том, что в России на индивидуальном уровне совершенно неважно, пойдете вы на выборы или нет. Они пройдут в любом случае, и власти нарисуют нужный им результат. Куда важнее избрать стратегию коллективного действия, которая позволила бы повлиять на голосование. Это может быть бойкот. Так, например, в 2023 году на муниципальных выборах на севере Косово явка составила меньше 4%. Местные сербы бойкотировали их в знак протеста против политики властей. В результате выборы признали недействительными. Также это может быть консолидированное голосование за единого кандидата. Так в Беларуси избиратели голосовали за Светлану Тихановскую. В России к такой тактике призывал Алексей Навальный, когда запустил умное голосование. Он предлагал голосовать за самых сильных оппонентов Единой России, вне зависимости от их партийной принадлежности. Наибольшего успеха умное голосование добилось на выборах в Томскую Думу в 2020 году. Тогда, благодаря ему, Единая Россия получила меньше трети мандатов. Поскольку власти Томска не стремились показать высокую явку, сторонникам Навального удалось победить за счет мобилизации относительно небольшого числа сторонников. Стэн, ты вернулся! Это значит, что ты понял всю важность выборов? Да, пора учиться выбирать между клизмой и дерьмом, потому что обычно выбирать больше не из чего. Получается, протестное голосование работает? Да, история знает случаи, когда оно приводило к переменам. Например, в 2015 году на парламентских выборах в Венесуэле оппозиция смогла победить правящую партию президента Николаса Мадуро. Благодаря этому парламент смог провести важные реформы и амнистировать политзаключенных. Правда, позже Мадуро всех переиграл. Следующие выборы в парламент прошли в 2020 году, и к этому времени он изменил закон о выборах таким образом, чтобы иметь над ними больше контроля. Еще он полностью сменил состав избирательного совета, это местный аналог ЦИК. Парламент переизбрали, как того хотел Мадуро, но в этот раз в качестве коллективной стратегии венесуэльцы избрали бойкот, так что явка на выборах составила меньше 30%, и многие страны до сих пор не признают легитимность нового парламента Венесуэлы. В Чили диктатор Аугусто Пиночет потерял власть в результате выборов. Граждане Чили проголосовали против продления его полномочий на плебисците. В этой истории много «но». В частности, этого не случилось бы без участия Соединенных Штатов. Но об этом вы можете поподробнее посмотреть в другом нашем видео. При этом целью протестного голосования не обязательно должна быть победа кандидата. Когда россияне устраивались в очереди, чтобы поставить подпись за выдвижение Бориса Надеждина, сам кандидат и его взгляды не имели для них особого значения. В условиях абсолютно контролируемого избирательного процесса это был один из немногих доступных способов сообщить власти, что у нее есть противники и их много. Правда, Кремль счел такую поддержку поводом не допускать Надеждина до выборов вообще. В других странах люди тоже разочаровываются в выборах. Если вы так считаете, то вы не одиноки в своих мыслях. Во многих странах люди интересуются выборами все меньше и меньше. В основном это связано с глобальным трендом на деполитизацию и отчуждение от политики. Мне это не интересно, меня это не касается, я все равно ни на что не могу повлиять. Знакомо? Для людей все более важным становится личное, а не общественное благополучие. Они в целом все меньше доверяют обществу. Даже в так называемых развитых демократиях усиливается экономическое неравенство, и люди перестают верить, что они смогут исправить ситуацию с помощью выборов. Людей волнует рост цен, инфляция и безработица. Но избранные политики, несмотря на свои обещания, зачастую не способны решить эти проблемы.
В Греции партия Сириза пришла к власти в 2015 году на волне сильнейшего экономического кризиса. Она пообещала отказаться от политики жесткой экономии, повысить пенсии, минимальную оплату труда и вернуть работу сокращенным бюджетникам. Но ничего из этого сделано не было. Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару пришел к власти, обещая бороться с бедностью, но именно при нем бедность достигла рекордной отметки. А в Беларуси во время избирательной кампании 1994 года Александр Лукашенко обещал побороть коррупцию и поддерживать свободу прессы. И вы наверняка знаете, чем это закончилось. Политические кандидаты и партии часто просто не соответствуют идеям, за счет которых они пытаются завоевать голоса избирателей. Либерально-демократическая партия России никогда не представляла либеральных демократов. А лейбористская партия Великобритании, которая, по идее, должна защищать права трудящихся, в своей предвыборной агитации обещает дружить с бизнесменами. Можно ли избирать представителей по-другому? Аристотель говорил, что выборы присущи олигархиям. Демократия же, по его определению, это управление в интересах неимущих. И для нее присуще избрание по жребию. Это когда мандаты распределяются случайным образом среди всех участников избирательной лотереи. Эта система называется демархия. В отличие от выборов, при жеребьевке мандаты распределяются действительно равномерно, так как это происходит случайно. И результат не зависит от профессионализма политиков и их опыта участия в выборах. Например, с помощью жребия избирается суд присяжных в США. Здесь случайный отбор обеспечивает плюрализм мнений при принятии решений. Дамы и господа, вы выше этого. В 2016 году Ирландия в качестве эксперимента избрала с помощью жеребьевки Ирландское гражданское собрание. Этот орган не обладал самостоятельной властью, но мог выдвигать предложения правительству. Например, они предложили отменить конституционный запрет на аборты. Благодаря их работе в 2018 году в стране прошел референдум, по результатам которого аборты снова стали разрешены. В 19-20 веках большое распространение получила идея советов. Это были органы самоуправления среди разных профессиональных групп. Совет рабочих завода, совет железнодорожников, совет крестьян и так далее. Коллектив сам избирал туда делегатов и имел право немедленно их отозвать. Советы противопоставлялись обычным институтам власти, вроде парламента, поскольку уравнивали в правах низшие слои населения, и власть переставала быть привилегией высших классов. Подобным советом, например, управляла знаменитая Парижская коммуна 1871 года. После Октябрьской революции советы стали образовываться по всей Европе. В Венгрии, Германии, Австрии, Чехословакии. Но, к сожалению, во многих местах им не удалось сохранить власть. А где-то они стали использоваться для узурпации власти. Да здравствует могучий советский народ. И тут возникает логичный вопрос. А нужны ли вообще представители? Итак, выборы, как правило, не способны обеспечить равнозначное представительство и больше служат инструментом для ротации элит. Жеребьевка тоже может привести к власти опасных людей, случайным образом. Так может быть, проблема в самой представительной демократии? Существует множество моделей демократии, которые строятся по другим принципам. Например, прямая демократия. В ней решения принимают не избранные представители, а сам народ, с помощью референдумов и голосований. Так в Швейцарии референдумы проходят по всем важным вопросам. Кроме того, каждый может выдвинуть свою собственную инициативу. Еще существует делиберативная или совещательная демократия. Ее сторонники придают огромное значение общественным дискуссиям. Вы не выбираете людей, которые будут принимать решения от вашего лица, а сами решаете, как поступить. В чистом виде делиберативная демократия на государственном уровне пока нигде не встречается. Но ее элементы можно увидеть в так называемом инициативном бюджетировании. Это когда жители принимают участие в распределении бюджета. Впервые его опробовали еще в 80-х годах в бразильском городе Порту-Алегре. На многочисленных собраниях микрорайонов и общин горожане сами определяли вопросы, требующие приоритетного решения. Потом уже они выбирали представителей в гражданский бюджетный совет, который составлял бюджет таким образом, чтобы максимально справедливо распределить деньги с учетом всех пожеланий. По данным исследований Мирового банка, благодаря такой практике в Порту-Алегре улучшилась бытовая и коммунальная ситуация. А еще это способствовало появлению ответственного гражданского общества. Люди стали воспринимать представителей власти не иначе, как исполнителей народной воли. Нужно ли ради демократии отменить выборы? Однозначно нам следует пересмотреть свое отношение к выборам. Они не могут обеспечить демократию сами по себе. В конце концов, даже на честных выборах может победить правый автократ. И тем не менее, выборы все еще можно использовать как способ реализации политических требований и как площадку для нашего протеста. Но нам также необходимо перестать видеть в честных выборах панацею. Раз мы не можем полагаться на институт представителей, мы должны больше полагаться друг на друга. Мы должны научиться принимать коллективные решения. И делать это на самых разных уровнях. От домовых чатов до профсоюзов.
Но это требует гораздо больше усилий, чем поход на избирательный участок. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А также расскажите в комментариях, ходите ли вы на выборы в вашей стране и почему.